Если долго вглядываться в бездну, то бездна начинает вглядываться в тебя. Фридрих Ницше. Здравствуйте, мои хорошие! С древнейших времен человечество задумывалось над вопросом, существует ли жизнь после смерти, а если существует, возможно ли перебросить туда хотя бы маленький хрупкий мостик, который позволит наладить связь с покинувшими этот мир людьми. Маги, гадалки, шаманы, колдуны, а начиная с середины XIX века и медиумы, бравшиеся за выполнение этого процесса, вызывали в обществе нескрываемый интерес и временами даже благоговейный страх. Но вот пришел 20 век, который ознаменовался бурным развитием технологий, в том числе и звукозаписывающих, что дало возможность надеяться на помощь науки в решении этого вопроса. И казалось, она не заставила себя ждать. В годы, когда мир начали покорять стремившиеся к полной свободе хиппи, а из каждого включенного радиоприемника звучали песни легендарных Битлов, в Европе зародилось увлечение так называемым феноменом электронного голоса, появление на аудиозаписях шумов, напоминающих человеческий голос. В основе данного феномена лежит предположение о том, что обитатели загробного мира могут напрямую воздействовать на электронные приборы, телефоны, телевизоры, магнитофоны и так далее, тем самым оставляя послание живущим на Земле. Считается, что не обладая голосом в привычном для нас виде, умершие используют белый шум, трансформируя его в привычные для человека звуки. По этой причине речь призраков лишена эмоциональной окраски и вибрирует с высокой частотой. Вот некоторые примеры записей потусторонних голосов, которые мне удалось найти во всемирной паутине. Белым шумом может выступать любой постоянный звуковой шум, спектральные составляющие которого равномерно распределены по всему диапазону задействованных частот. Например, шипение ненастроенного телевизора или радиоприемника, гул двигателя и журчание обычной водопроводной воды. Кстати, в медицине белый шум успешно используется в младенческом возрасте, оказывая успокаивающее и расслабляющее действие на малыша, помогая ему уснуть. По всей видимости, равномерный однотонный звук напоминает звуки, которые он услышал впервые в жизни, в утробе матери. Биение сердца, монотонный ток крови в плаценте и приглушенные голоса из внешнего мира. Да и взрослым белый шум помогает справиться с перевозбужденной за день нервной системой и отойти ко сну. Вспомните, как сладко спится под шум дождя. Однако при определенных условиях белый шум может довести и до галлюцинаций. Если достаточно громко включить радио на волну с помехами, завязать глаза и лечь на спину, буквально через несколько минут можно испытать яркие световые видения, которые чем-то сродни галлюцинации. Но вернемся к электронным голосам. Поклонники этого феномена утверждают, что если в момент записи задавать конкретные вопросы умершим, то в ответ можно получить достаточно прямые ответы. Именно с этой целью даже созданы специальные приборы, создающие белый шум, которые очень популярны у современных охотников за привидениями. Вот еще несколько примеров потусторонних голосов, которые якобы были записаны во время подобных сеансов. Прародителем теории общения с усопшими посредством электронных устройств считается выдающийся американский изобретатель Томас Эдисон, который в 1920 году высказал предположение, что часть человеческой энергии после смерти претерпевает трансформацию, сохраняя память, интеллект и знания умершего. Но из-за того, что человеческие органы чувств несовершенны, люди не могут установить контакт с тонким миром. Однако в будущем электронное оборудование поможет решить эту проблему.
В середине 20 века, а именно 15 сентября 1952 года, два католических священника, отец Джемелли и отец Эрнетти, записывали на магнитофон григорианские песнопения, но прибор их не слушался и постоянно ломался. В сердцах отец Джемелли обратился к своему почившему отцу с мольбой о помощи. Изумлению священников не было предела, когда, включив проигрывание записи песнопений, они четко услышали из динамиков магнитофона мужской голос: «Конечно, я помогу тебе, я всегда с тобой». Ошарашенные и терзаемые страхом после общения с мертвым, Джемелли и Эрнетти поспешили посетить папу Пия XII в Риме, который успокоил их, сказав, что произошедшее событие может стать краеугольным камнем для проведения будущих научных исследований, которые усилят веру людей в жизнь после смерти, тем самым дав устное благословение исследований в этой области. А вот православная церковь, напротив, относится к любым попыткам общения с умершими как к проявлению зла и приравнивает их к тяжкому греху, объясняя это тем, что, общаясь с душами умерших, человек на самом деле общается с демонами, единственная цель которых – обольщение человека через ложь, подлог, мнимую доброту и святость, отдаление от Бога и Его святой церкви, подчинение своей злой воле, и все для того, чтобы в конечном итоге погубить в вечности его бессмертную душу. Официально первооткрывателем феномена электронного голоса считается шведский кинодокументалист Фридрих Юргенсен. А летом 1959 года Юргенсен записывал птичьи голоса для своего нового фильма. И каково было его удивление, когда во время прослушивания аудиокассет с готовым материалом, наряду с птичьим щебетанием, он неожиданно услышал человеческие голоса, принятые им за голоса умерших родственников. Это событие подталкивает Юргенсена заняться изучением необычного феномена. И в 1964 году кинорежиссер публикует результаты своих изысканий в книге «Голоса из Вселенной». Продолжить исследование Фридриха Юргенсена попытался латвийский психолог Константин Араудиев. Именно ему принадлежит идея записывать электронные голоса на фоне белого шума. В последующие годы число приверженцев феномена электронного голоса множится по всему миру. Энтузиастами открывают сообщества по изучению этого паранормального феномена, и в целом попытки записать и расшифровать потусторонние голоса становятся достаточно модным хобби. Начало 21 века ознаменовывается выходом в кинопрокат ряда кассовых мистических триллеров, таких как «Белый шум» и «Пульс», которые вызывают новую волну увлечения электронными голосами. Ну вот мы и подошли непосредственно к тому, ради чего затеивался сегодняшний разговор. Отношению науки, в первую очередь медицины, к проблематике данного феномена. Неужели на самом деле человечество достигло такого уровня технического прогресса, что стало реально использовать электронные гаджеты для общения с потусторонним миром? Первым, кто попытался научно проверить феномен электронного голоса, стал студент Кембриджского университета Дэвид Эллис. А при финансовой поддержке фонда Пьера Уорика с 1970 по 1972 годы, в результате кропотливых экспериментов и изучения аудиозаписей, сделанных Константином Раудиво, Эллис сделал однозначный вывод: не существует никаких научных оснований, свидетельствующих в пользу реальности электронных голосов. Данный феномен представляет собой не что иное, как игру воображения и готовность принимать желаемое за действительное. В 1997 году профессором психологии Университета Западного Онтарио Иммансом Барусом были проведены ряд экспериментов по изучению электронных голосов. О результатах своей работы он сообщил в журнале Journal of Scientific Exploration в 2001 году. Проанализировав 81 запись радиоэфира без радиопередач, Барус констатировал, что ни на одной записи ему не удалось обнаружить присутствие потусторонних голосов. А низкочастотный звук, воспринимаемый некоторыми впечатлительными личностями как человеческая речь, является всего лишь плодом бурной фантазии. Более современные компьютерные исследования звуковых записей, сделанных Константином Раудиво, показали, что они представляют из себя не что иное, как банальную аппаратурную подделку.
А в 2014 году доцент кафедры психологии колледжа Лафайет в Пенсильвании Майкл Нис также проводил исследование феномена электронного голоса, в результате которого он установил, что люди принимают случайные образы звуков за осмысленные комбинации. Нис считает, что попытка услышать голоса – это аудиоверсия теста на чернильные пятна, где каждый видит свое. Психолог Джим Алкок объясняет, почему многие верят в феномен электронного голоса. Восприятие – это очень сложный процесс, и когда наш мозг пытается найти закономерности, он руководствуется отчасти тем, что мы ожидаем услышать. То, что людям удается услышать голоса в какофонии белого шума, точно так же является продуктом их воображения и ожидания, а не голосами дорогих усопших. А вот что говорит известный звукорежиссер Дэвид Федерлейн. Можно с уверенностью сказать, что феномен электронного голоса – это большое заблуждение. В своей работе я использую звукозаписывающее оборудование высокого стандарта, но тем не менее за долгие годы прослушивания цифровых и аналоговых записей мне никогда не приходилось слышать послания от мертвых. Я считаю, что в основе данного феномена лежит низкое качество оборудования, которое вызывает ошибочное восприятие звуков. А также хочется напомнить нашим друзьям, пытающимся наладить связь с потусторонним миром, что человека окружают миллионы электронных устройств. Задумайтесь. Вполне вероятно, что из своего динамика вы слышите обычный земной радиосигнал, а не голос из могилы. Как видите, по изучению феномена электронного голоса было проведено и до сих пор проводится масса исследований, о которых можно говорить часами напролет. Но давайте подытожим. К большому сожалению мистиков можно уверенно заявить, природа данного явления давно разгадана. Во-первых, это наполненность радиоэфира всевозможными помехами, которые зачастую и принимают за голоса из загробного мира. Во-вторых, следует учитывать особенности работы человеческого мозга, который всегда пытается внести порядок в любой хаос, что приводит к обнаружению голосов в белом шуме. Явления апофения и пареидолии, о которых мы с вами более подробно говорили в выпуске, посвященном зрительным иллюзиям. В-третьих, наш разговорный язык – вещь довольно гибкая, и услышать слова при должном воображении и терпении можно почти в любом достаточно неоднородном шуме. И в-четвертых, ни в коем случае не стоит исключать возможность того, что часть записи электронных голосов делается с целью мошенничества или просто ради обычной шутки. Как бы не хотелось верить в возможность общения с ушедшими в иной мир, но, к большому сожалению, за всю более чем полувековую историю исследований феномена электронного голоса научных доказательств того, что мертвые могут разговаривать с живыми, так и не было получено. Но наш мир все еще полон тайн и загадок. Не болейте, берегите себя, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Здоровья вам!